Привет, вы на канале Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я продолжаю рубрику. Каждый обзор. Ну а героем сегодняшнего видео станет Банши. Начнем с огненной. Она является балансером, и первый ее скилл вешает проклятие на одну цель. 3 штуки с 80% шансом на 2 хода. Второй скилл взрывает проклятие, нанося урон пропорционально количеству наложенных меток. Являясь балансером, банши огня все же нужно собирать в атакера. Самым лучшим вариантом будут гемы на 3 атаки, с доп-статами в защиту и хп. Но это очень сложный вариант, потому что получить достаточный показатель защитных характеристик не так просто. Поэтому рекомендую гемы на 2 атаки и 1 защитный гем, либо хп, либо деф. Из сетов гемов подойдут Zeal, Valor, Protection, Life, Longevity и Inevitability. Точных цифр и необходимых характеристик я вам не дам, потому что Астромон весьма неоднозначен. Использовать банши огня можно в башнях, на всех локациях и в некоторых подземельях. Также можно рассматривать ее в атакующую пачку для арен. Для деф-пачки она не подойдет. Важно помнить, что она не является сапером. Урон ее скиллов полностью зависит от показателей собственной атаки. У саперов же урон равен 5% от максимального хп атакуемого Астромона, поэтому не стоит переоценивать возможности банши огня. Также следует помнить, что огонь является слабозащищенным элементом, в отличие от других. И учитывая набор гемов, необходимых банши огня, делаем вывод, что ей необходим скилл супер вознесения на щит, зависящий от атаки. Другие варианты тоже можно рассматривать, допустим резист или самадхил, но щит будет лучшим выбором. В целом я бы не рекомендовал делать банши огня до 40 уровня. Выжать из нее максимум получится, имея хороший запас гемов и астромонов, которые будут хорошо дополнять ее. Далее поговорим о банше воды. Она является танком, и первый ее скилл вешает антирезист на одну цель с 100% шансом на 2 хода. Второй скилл вешает 2 сапа на 1 ход с 80% шансом. Тут все просто. Делаем из банши воды танка сапера. Она хорошо держит урон и наносит приемлемый дамаг. Также благодаря лидерскому скиллу на увеличение защиты на 30-35% можно использовать ее как лидером, так и дополнением в командах саперов или деф-агрессоров. Что касается гемов, то хорошо подойдут гемы на хп, хп-деф, либо деф, хп. Экспериментировать не стоит. Сеты гемов подойдут на Life, Protection, Indemitability, Healer, Маги, Longevity, Бастион и, конечно, Пигулист. Использовать банши воды можно на всех локациях, во всех башнях, подземельях и аренах. Довольно полезный астромон, но вам необходимо хорошо позаботиться о резисте и крит-резисте. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, Full Buff Breaker, Сифон, восстановление маны всей команде при нанесении урона, антихил и самоотхил. Настоятельно рекомендую сделать ее, даже перепрыгнув аналоги в виде Кракена воды, Миха воды и Юки воды, потому что чем раньше вы получите антирезист, тем эффективнее вы будете проходить различные подземелья и арены. После суперэволюции вы будете приятно удивлены полезности данного астромона. Следующая банши травы. Она является атакером, и первый ее скилл восстанавливает ману на 30% с 100% шансом. Второй скилл снижает защиту всей вражеской команде с 70% шансом на 2 хода. Хоть смотря на скиллы уроном и не пахнет, все же банши травы весьма неплохой атакер. Единственная проблема заключается в том, что она очень требовательна к статам. Поставив неправильный сет гемов и сами гемы, может получиться, что вам будет не хватать урона или защиты. Я рекомендую ставить гемы на атак, крит шанс, крит дамаг, либо атак, крит шанс. Инчансом можно дополнить недостающую защиту, резист, хп и крит шанс, а с помощью сетов гемов добавить недостающий стат. В случае банши травы это либо крит шанс, либо крит дамаг. Подойдут сеты гемов на Zeal, Ruin, Armor и Intuition. Возможен вариант сборки с Пигулист, Сифон или Лич сетом, но это более сложный вариант. Использовать банши травы можно на всех локациях, в некоторых подземельях и в башнях. Использовать ее на арене рекомендовал бы только в атакующей команде, потому что атакеры травы недолго живут. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, Full Buff Breaker, повышенный урон по целям с низкими показателями защиты, щит от атаки, сифон и увеличение атаки при получении урона. После суперэволюции статы повысятся, но все же если гемы будут некачественные, суперэволюция не даст достаточный буст. Теперь поговорим о банше света.
Она является балансером, и оба ее скилла вводят противника в состояние шока. Первый одну цель, второй всю команду. Оба с 80% шансом на один ход. Тут ничего нового, атакера из нее не получится, потому что нужно делать хорошего танка-саппорта. Банши Света особенно хорошо себя чувствует в светлой команде танков и агрессоров. Для нее подойдут гемы на ХП-ХП-ДФ, либо ДФ-ДФ-ХП. Также следует помнить про высокий показатель резиста и крит резиста. Сеты гемов рекомендую на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Маги, Healer, Бастион и, конечно, особенно рекомендую Пигулист. С последним сетом гемов ее эффективность увеличится во много раз. Рекомендую брать Банши Света в деф-команду на арену. Хотя у нее есть лучшие аналоги, такие как Юки Света. Она выигрывает своими защитными характеристиками. Много урона она не нанесет, но вот грязи наделает очень много. Особенно рекомендую пачку из Шивы Света, Банши Света, Персифона Света и Грифона Света. Для деф-команды пятым можно поставить Жанну Света или Баст Света. Можно ставить очень много вариаций, но Банши заиграет во многих командах. Также ее можно использовать на всех локациях и подземельях, а также в башнях. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Резист, Сифон, Самад Хил, восстановление маны всей команде при нанесении урона, Full Buff Breaker и Антихил. После Супер Эволюции защитные характеристики станут достаточными, чтобы не волноваться о деф-команде, в которой есть Банши Света. Ну и последняя Банши Тьмы. Она является танком, и первый ее скилл сапит одну цель на один ход с 100% шансом 3 сапами. Второй скилл делает ее агрессором по ХП. Банши Тьмы сейчас не так сильна, как раньше, потому что мета агрессоров прошла после добавления антирезиста. Но все же лучик надежды не покинул данного Астромона. Ее можно эффективно использовать для всех локаций, башен, подземелий и все-таки для арен. Делать ее нужно как сапера, но все-таки гемы ставить нужно как для агрессора. Рекомендую 3 хп. Хотя много урона с фантазма добиться не получится, уклон на основную характеристику ей все-таки стоит делать. Другие вариации гемов, конечно, можно попробовать, но поверьте, успехов они вам не принесут. Банши Тьмы очень необходим в команде либо лидер с уменьшением вражеского резиста, либо саппорт с антирезистом. Не советую ставить сеты гемов для быстрого накопления маны, также и с энчансом. Сеты гемов подойдут на Бастион, обязательно Пигулист, Life, Protection, Convection, Longevity и Indomitability. Из скилла Супер Вознесения подойдут Резист, Самад Хил, Антихил и Full Buff Breaker. Хочу сразу предупредить, что заиграет Банши Тьмы только после Супер Эволюции. Подводя итоги по Астромону Банши, хочу однозначно посоветовать делать воду, траву и свет. Остальные две сестры являются спорными в использовании, поскольку всегда есть аналоги, которые проверены временем, а также они являются сложными в сборке и подойдут далеко не всем. Ну и на этом я заканчиваю разбор Астромона Банши. Если у вас есть пожелания, по какому Астромону сделать обзор, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Мистер Ганс. Всем удачи, всем пока.